Привет, мои хорошие! В сегодняшнем видео буду делать выкладной френч с помощью гелей желе. Так что, если вам это интересно, присоединяйтесь. Ну а с вами я, Миронова Виктория. Героями сегодняшнего видео будут вот эти руки. Если помните, в прошлый раз мы делали эти ногти с помощью белого геля всего лишь за 50 гривен. Как видите, относились ногти очень хорошо, почти нет никаких отслоек, поэтому скажу, что прошлый гель был хорошим. На этих ручках очень большая мясистая кутикула, поэтому здесь очень много работы. Но изначально мне нужно снять полностью старое покрытие, потому что здесь белый гель и синий фаст гель, который будет просто просвечиваться, если мы его оставим. Работаю твердосплавной фрезой, скорость вращения ее 35 тысяч оборотов. Аппарат включен на режим форвард. С помощью пушера раскрываю пазухи, чтобы уже дальше было легче работать фрезой. Как видите, здесь очень такая жирная мясистая кутикула, и очень многие любят, как я ее срезаю, а на камеру в макро это вообще выглядит прям жир-жир. Поэтому не буду ускорять вам этот процесс, чтобы вы наслаждались по полной. Пилкой прохожусь по натуральному ногтю, чтобы снять жирный блеск и приподнять чешуйки натурального ногтя для лучшей сцепки с твердыми материалами. Ну и естественно, перед нанесением твердых материалов я обезжириваю ногтевую пластину и наношу праймер. После того, как праймер испарится, наношу базовое покрытие. Использую базу для гель-лака. После того, как базовое покрытие подсохло в лампе, выкладываю удлинение для френча с помощью геля-желе. На самом деле, с появлением полигеля и акригеля я все реже начала работать именно с гелями желе, так как они очень пекут в лампе, и клиентам они не очень нравятся из-за этого. А вот с полигелями такого нет, и всем очень приятно. Но по моим таким наблюдениям я скажу, что гели носятся лучше, с ними намного меньше отслоек. Не знаю, с чем это связано, но все-таки гели в носке немного лучше. Я знаю, что очень много мастеров, наигравшись уже с полигелями и акригелями, опять возвращаются к гелям. Честно, я тоже, наверное, буду их опять закупать, потому что все-таки я вижу немного разницу. Хотя в работе полигели очень приятные, ими очень быстро работать, но гели-желе тоже имеют очень классные свойства, и ими тоже очень классно работать. С гелями жидкими, конечно, выкладные френчи не сделаешь, а вот гель-желе это отличный вариант. Я уже, кстати, неоднократно говорила, что я так и не нашла своего фаворита в белых полигелях либо акригелях. Конечно, я не перепробовала абсолютно все, но то, что я попробовала, ну не скажу, что я осталась довольна
прям каким-то одним продуктом. Либо мне нравится цвет, но не нравится просыхаемость, либо же мне не нравится текстура, а вот этот белый гель-желе мне прям нравится очень, потому что он просыхает в любую толщину. Да, он печет в лампе, но мы уже все знаем, что с этим делать. Переключаю мощность на лампе, либо клиенту говорю, чтобы он вытягивал вовремя руку, и тогда проблем нет. Но этот белый очень красивый, он чисто белый, прям такой красивый-красивый. И я уже сказала, да, что он просыхает в лампе в любую толщину, поэтому он этим мне очень нравится. Вы очень часто в моих видео видите тонкую керамическую фрезу, и почему-то все решили, что натуральный ноготь можно выпиливать только той фрезой. Нет, я использую разные фрезы, в том числе вот такую фрезу елка. У нее тоже очень тонкий носик, что помогает очень хорошо выпиливать старый материал, и натуральный ноготь прям очень близко к валику. Теперь приступаю к опилу. Для этой цели использую пилку 180 грит и 100 грит. Закончив с опилом, перекрываю ногти топом. И если вы вдруг решили, что на этом и все, что будет классический белый выкладной френч, то это не так. Перекрываю ногти топом, обязательно без липкого слоя, и отправляю в лампу. Работаю конвейерным методом, то есть перекрываю каждый ноготь по очереди, а не все сразу. Достав ручку с лампы, сразу на горячий топ втираю втирку вот такого золотого отлива, чтобы ноготь прям сверкал. Когда нанесла втирку на все ногти конвейерным методом, закрепляю ее с помощью специального закрепителя от IBD. Когда закрепитель высох, перекрываю ногти топом. Использую топ без липкости. На безымянном пальце правой руки френч мы не делали, так как изначально решили, что украсим здесь все стразами. Поэтому выкладываю камушки с помощью пинцета. Для дополнения композиции украшаю все бульонками, которые перед этим смочила в топе без липкости. Из-за того, что бульонки уже в топе, при высыхании они еще лучше зафиксируют камни. После того, как камушки и бульонки высохли в лампе, я беру кисточку, набираю на нее еще топ без липкости и прохожусь этой кистью между камушками, бульонками, в общем закрепляю все еще лучше. Вот такой результат у нас получился. Вроде бы обычный белый френч, но с таким золотым отливом. Получился очень праздничный и нарядный маникюр. Пишите в комментариях, как вам такой дизайн, понравился ли, сделали бы вы себе такой нарядный маникюр, например, на Новый год. Я очень буду ждать ваших комментариев, ведь мне очень интересно. Надеюсь, что сегодняшнее видео хоть немного было полезным для вас. Ну а с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Всем пока-пока.